В самом сердце дикой природы, укрытая от глаз туристов и исследователей, возвышается загадочная гора. С виду она кажется обыкновенной, но не зря местные жители уже многие столетия обходят ее стороной, нашептывая истории о странных звуках и прохладных ветрах, которые словно бы шепчут о неведомой тайне. Но что скрывается на ее заснеженной вершине? Легенды и слухи о призрачных сокровищах оживляют интерес у самых отважных искателей приключений. В течение долгих лет гора оставалась вне досягаемости для исследователей, каждый из которых останавливался в страхе перед ее пугающей аурой. Но однажды группа археологов решила нарушить это многовековое табу. Вооруженные современным снаряжением и жгучим желанием раскрыть тайну, они отправились в путь. Их ожидало трудное восхождение, полное опасностей и труднопроходимых троп. Преодоление этого маршрута оказалось настоящим испытанием. Проливные дожди и бушующие ветра сопровождали их на каждом шагу. Во время ночлегов у костра некоторые из членов экспедиции до сих пор утверждают, что слышали странные звуки, почти как будто сама гора шептала свои секреты им в уши. Но, несмотря на все трудности, исследователи не сдавались. И вот спустя долгие часы изнурительного подъема они впервые ступили на вершину. Усталость будто по волшебству отступила, уступая место предвкушению и восторгу от предстоящего открытия. Обзор открывался великолепный, на многие мили вокруг. Но внимание привлекало нечто иное. Недалеко от них возвышалась каменная структура, явно рукотворного происхождения. Она была покрыта мхом и ветранной эрозией, но сохранила свое величие. Это здание, скрытое от глаз человека, таило в себе множество загадок. Каждая трещина в его стенах, каждый участок, изувеченный временем поверхности, словно шептал о былых временах, когда это место служило неведомой цели. Но что это за структура и почему она оказалась забытой? Исследователи уже начинали осознавать, что находятся на пороге великого открытия, но их ждало нечто большее. Они решили не тратить время зря и тщательно обследовать находку. И исследователи начали медленно очищать стены и детали, надеясь обнаружить хоть что-то, что могло бы пролить свет на ее происхождение. В этот момент все беды и прыщи и лишения, перенесенные на пути сюда, казались лишь слабым эхом. Благо погодные условия позволяли начать раскопки, легкий ветер и ясное небо обещали им несколько часов спокойной работы. Но даже в этот момент никто из них не мог предположить, какие удивительные открытия ждут их впереди. Они стояли на пороге великого секрета, который изменит представление о древних цивилизациях. Впереди их ждали новые загадки, требующие не только физического труда, но и умственной находчивости. Древние тайны, скрытые от человеческих глаз веками, готовы были раскрыть свои секреты. Среди бескрайних гор и таинственных ручьев они наконец нашли нечто необычное, странную каменную структуру, которая стояла как часовня забытых богов. Ее стены, покрытые густым мхом и следами времени, вызывали трепет и волнение. Легкий ветер едва касался верхушек деревьев, как будто природа затаила дыхание, ожидая, когда эти смелые души раскроют скрытые тайны. Археологи, полные решимости и азарта, приступили к тщательному изучению этой загадочной конструкции. Как только они начали расчищать отложения почвы и растений, их ждал первый сюрприз. Массивные каменные плиты были украшены сложными рисунками и узорами. Эти изображения были необычайно детализированными и живыми. Каждая линия и символ казались пропитаны древними знаниями. Символы, которые не сразу поддались дешифровке, представляли собой смесь геометрических форм и странных фигур, похожих на стилизованных животных. Как только первый слой мха был убран, рисунки начали показывать свои истинные очертания. Одно из изображений выделялось особенно. Оно изображало фигуру, похожую на человека, который держит в руках объект, напоминающий ключ или свиток. Таинственность и интрига охватили исследователей. Они понимали, что перед ними находится нечто большее, чем просто каменное здание. Это была карта, может быть, подсказка, ведущая к еще большему открытию. Исследователи продолжали работать методично, дюйм за дюймом, открывая все больше изображений и надписей. Вскоре они обнаружили еще одну особенность. Узоры не были только декоративными. В некоторых местах они образовывали последовательности, возможно, указывающие на некую древнюю систему исчисления или календарь. Но загадка, словно многослойная головоломка, еще не была решена. Неожиданно один из членов команды заметил, что одна из каменных плит, казалось, едва заметно отличалась от остальных. Она выглядела так, словно ее недавно двигали или устанавливали. Другие плиты были ровно встроены в конструкцию, но это выделялось, будто открывая путь к скрытому пространству. Сердце у каждого из исследователей забилось быстрее. Отодвинув плиту, они обнаружили вход в подземное пространство, отлично замаскированный, но явно предназначенный для того, чтобы когда-нибудь его нашли. Открытие этого тайника стало настоящей сенсацией. Их предположения о существовании скрытого помещения подтвердились, и теперь они стояли на пороге новой загадки, затерянной под толщей веков. Внутри, едва освещенные светом фар и факелов, тянулись древние ступени, ведущие вглубь темной пещеры. Оказавшись внутри, они почувствовали, как холодный воздух обволакивает их, принося с собой аромат старины и тайны. Это место хранило в себе множество секретов, которые не были видны на первый взгляд.
Исследователи осторожно спускались, внимательно присматриваясь к стенам, покрытым таинственными рисунками и надписями. Камеры, закрепленные на шлемах, фиксировали каждую деталь, чтобы потом расшифровать находки и понять их значение. Как только свет факелов осветил дальний угол пещеры, они заметили старый сундук, стоящий в запыленном углу. Сундук выглядел прочным, украшенным металлическими орнаментами и запертым на замысловатый замок, изъеденный временем. Их находка, казалось, подтверждала древние легенды о скрытых сокровищах и неведомых богатствах. Напряжение в воздухе было ощутимым. Они знали, что внутри может быть что угодно, от драгоценностей до давно утраченных артефактов. Сердца археологов замерли в ожидании, когда они готовились открыть сундук и узреть, что таится внутри. Каждое действие, каждое движение будто замедлились, подчеркивая важность и волнительность момента. Вскоре они узнают, что скрывала в себе эта гора, какие секреты были утаены от мира на протяжении столь долгого времени. Ключевое открытие было совсем рядом, и никто не мог предугадать, какое влияние оно окажет на понимание их мира. С наступлением утра археологи вновь принялись за работу, с энтузиазмом исследуя загадочные каменные стены, как вдруг едва заметные линии привлекли их внимание. Они оказались не просто трещинами или результатом эрозии, это были тщательно нанесенные узоры, которые только предстояло разгадать. Видимые из-под мха и времени, инкрустированные в камень резьбы, выглядели как неизвестный язык. Каждая линия, каждая кривизна резонировали с таким количеством тайн, будто кто-то намеренно пытался передать важные знания и предупреждения через века. Пока одна группа исследователей фиксировала изображения на камеры для дальнейшего изучения, другая группа заметила что-то на одном из более крупных каменных блоков. Попытка очистить поверхность принесла удивительную находку. Тщательно скрытый под слоем грязи рисунок, представляющий собой карту. Карта, выцарапанная на камне, содержала символы рек и гор, и что-то, что, по-видимому, указывало на расположение других подобных строений или, возможно, еще одного клада. Археологи, не теряя времени, начали сопоставлять найденные символы с известными географическими точками, поражаясь тому, как древняя цивилизация сумела зашифровать многослойные карты в таких деталях. Пока они занимались картой, на другой стене внимание исследователей привлекло изображение, которое напоминало сцены древних ритуалов. Фигуры, вырезанные в камне, были изображены с поднятыми руками, как будто восславляли неизвестные силы, либо совершали некий ритуал. Детали одежды и оружия, которые были помечены, добавляли новые слои с контекстом. Каждый элемент сцены, казалось, имел свое значение, невидимое на первый взгляд, и каждый символ, возможно, хранил информацию о древних обрядах и обычаях, совершенно незнакомых современной науке. Но самой поразительной находкой оказались резные изображения, которые с видимой ясностью изображали небесные объекты. Звезды и созвездия соседствовали с формами, которые могли быть интерпретированы как Солнечная система и, возможно, даже некоторые из известных планет. Вопросы о том, насколько глубокими были астрономические знания древних зодчих, только множились. Зачем было нужно вкладывать такое количество усилий в отображение небесных карт в этих забытых местах? Были ли они использованы для астрономических предсказаний, либо это являлось частью сакральной религии? Как археологи продолжили исследовать сложные изображения, они наткнулись на загадочную последовательность геометрических фигур, напоминающих сложные математические формулы или ранголитические письма. Возможности были бесконечны, и каждый найденный рисунок привносил новый виток в их поисках. Внутреннее ощущение, что за каждым камнем скрывается еще более грандиозная тайна, не покидало команду. Открытие, сделанное под слой времени и природы, вызвало восхищение, но и сотни вопросов, жаждущих ответов. Даже в этот момент, когда они начали осознавать масштаб находки, каждый член команды понимал, что лишь прикоснулся к поверхности той древней истории, которая чуть не исчезла в забытье. Настоящая задача лишь начиналась, и кто знает, какие еще открытия ждут их на этом пути. Все это лишь усилило их уверенность в том, что их усилия и многодневные труды были не напрасны, и что впереди их ждут новые сюрпризы, которые могли бы изменить как историю этой земли, так и их собственное восприятие жизни. Оказавшись на вершине, археологи начали вспоминать старинные легенды, которые местные жители передавали из поколения в поколение. Эти истории были насыщены деталями о таинственных сокровищах, скрытых под горой, и о древних цивилизациях, которые некогда населили эту местность. Местные шаманы и старейшины рассказывали, что только избранные могли найти путь к сокровищам, который был скрыт загадочными символами и знаками. По мере продолжения раскопок, один из археологов вспомнил о легенде, рассказывающей о священной карте, ведущей к месту великой силы. Эта карта якобы была запечатлена древними и передавалась из уст в уста, ее местоположение давно забыто. Исследователи начали искать признаки того, что элементы легенды могли быть правдой. Вскоре они обнаружили небольшую нишу в одной из стен, поверхность которой казалась ровнее других. После нескольких попыток тщательно и осторожно удалить налет времени, они обнаружили гладкий камень с выгравированными на нем символами. Эти символы не походили на известные языки, но их форма и структура поражали сложностью. Исследователи начали копировать их и проводить сравнения с известными письменностями древних цивилизаций.
Главный археолог вспомнил, что в легендах говорилось о великом ключе, который был способен открыть глубинные тайны горы. Эта мысль подтолкнула их к детальному исследованию рисунков, изображающих человека с предметом, напоминающим ключ или свиток. Древние легенды также описывали свою цивилизацию как тех, кто знал небеса. Они приписывали свои знания звездам и созвездиям, которые были вырезаны на стенах. Это соответствовало обнаруженным изображениям небесных объектов и давало надежду, что эти изображения могут обладать более глубоким значением. Команда решила, что изображения могли стать важным элементом в поисках. Возможно, они указывают на определенные даты или времена года, когда можно обнаружить ключ к разгадке. Одна из легенд упоминала камень мудрости, который, по преданиям, обладал властью над судьбой человечества. После обнаружения входа в пещеру и старого сундука, археологи начали связывать найденные предметы с этой легендой. Их воображение рисовало картины давно ушедших времен, когда великие вожди и ученые собрались в этой пещере в поисках знаний и силы. Но не только легенды о богатствах и сокровищах вдохновляли археологов. Многие рассказы предупреждали о проклятиях и опасностях, подстерегающих тех, кто осмелится потревожить покой древних. Некоторые археологи чувствовали нарастающее напряжение, возможно, именно из-за этих сказаний о том, что любые попытки разгадать тайны горы могут привести к катастрофическим последствиям для того, кто осмелится нарушить покой древних духов. Но, несмотря на опасения, желание раскрыть истину и приступить к открытию было сильнее. Пока они открывали сундук и находили в нем старинные артефакты, эти легенды оживали на глазах, добавляя еще больше интриги в их путешествие. Каждый объект, казалось, подтверждал рассказы о древних ритуалах и церемониях, которые проводились этой цивилизацией. Археологи начали понимать величие и глубину легенд, которые казались изначально лишь сказками. Теперь они стояли перед открытием, которое могло изменить взгляд на историю и культуру региона. Древние подвиги и ритуалы, возможно, были началом новой эры в истории человечества. Именно через секреты, переданные через века, вернулись на поверхность и готовы были раскрыть истину тем, кто осмелился ее искать. В темноте пещеры, едва освещенной их фонарями, археологи приготовились открыть старинный сундук, который стоял заброшенным, покрытым слоем пыли и историей. Сердца их стучали в унисон, ожидание накалялось до предела. Замок, напоминающий сложную головоломку, наконец поддался усилиям команды. Сундук медленно открылся с протяжным скрипом, и перед исследователями предстало загадочное содержимое, от которого захватывало дух. Первое, что привлекло внимание, были свитки, аккуратно скрученные и уложенные в один из углов сундука. Их пергамент был ветх, и каждая попытка прикоснуться к ним требовала чрезвычайной осторожности. Археологам пришлось использовать специальные инструменты и процедуры, чтобы извлечь и сохранить драгоценные документы. Надписи на языке, который не был сразу узнаваем, обещали множество тайн. Уже на первый взгляд стало ясно, что эти свитки могли содержать знания, переданные через поколения, возможно, даже ведя к разгадке давно забытых мирами секретов. В соседнем отделении сундука лежали необычные металлические артефакты. Их форма и назначение оставались загадкой, но тщательная резьба и необычные символы указывали на их важность в культуре древних жителей. Каждый из артефактов был сложен в пазы с особой точностью, как будто они играли важную роль в каких-то ритуальных или бытовых практиках. Археологи аккуратно доставали каждый предмет, и каждый из них добавлял еще одну деталь в мозаику древнего мира. Также в сундуке были обнаружены небольшие статуэтки, выполненные из неизвестного материала, который при свете начинал светиться неестественным, почти мистическим светом. Эти статуэтки изображали фигуры, похожие на людей, но с чертами, которые намекали на их связь с божествами или мифическими существами. По мере того, как свет факелов освещал их, казалось, что статуэтки оживают, поражая своим мастерством и тщательностью исполнения. Возможно, они использовались в ритуалах, о которых археологи могли лишь догадываться. Но самым неожиданным было то, что в центре сундука, окруженный свитками и артефактами, находился камень необычайной красоты и величины. Его поверхность переливалась и блестела граненными фрагментами, как будто он поглощал свет и отражал его с преломлениями. Камень был необычайно тяжелым и при этом излучал тепло, когда к нему прикасались. Его сияние очаровало всех присутствующих, и он явно был центральным артефактом, связывающим все находки воедино. Пока археологи изучали содержимое сундука, на них волной нахлынуло осознание, что они прикоснулись к самому сердцу древней загадки. Закрытые веками тайны открылись, и предметы из сундука начинали раскрывать свою сущность, связывая воедино все фрагменты истории, которые были обнаружены на протяжении всего раскопочного процесса. Каждый находящийся в сундуке объект имел свою цель и место в великой картине, разыгрываемой перед глазами современных исследователей. Археологи понимали, что изначальная тайна горы состояла не только в мифах и легендах, но и в реальных предметах, которые могли изменить представление об известных им древних цивилизациях.
Каждый свиток, артефакт и камень в сундуке было словно кусочек пазла, который, возможно, поможет собрать огромную и многослойную картину прошлого. Они могли лишь надеяться, что дальнейшее изучение этих находок не только подтвердит легенды, но и откроет новые горизонты в изучении древних культур и их взаимодействия с миром. Вскоре они приступят к следующему этапу исследований и узнают, насколько велика и значима эта находка как для истории, так и для человечества в целом. Как только археологи раскрыли содержимое сундука, они начали осознавать масштаб своей находки и его возможные последствия. Пергаментные свитки были отправлены в лаборатории для анализа, так как в них могло содержаться множество неизвестных до сих пор знаний. Исследователям предстояло расшифровать тексты, написанные на древнем языке, чтобы расставить все по местам в историческом контексте. Каждый символ, каждая буква или слово могли содержать ключ к разгадке давно утраченных знаний о мире, который существовал задолго до нас. Процесс дешифровки должен был стать настоящей головоломкой, требующей не только терпения, но и инновационного подхода. Металлические артефакты, найденные в сундуке, вызвали особый интерес у команды. Их уникальная форма и покрытие из неизвестного сплава предполагали, что они могли использоваться в технологических процессах, которые на современном этапе остаются за гранью понимания. Ученые начали эксперименты с целью выяснить их возможное назначение, проводя анализ каждого артефакта с помощью современного оборудования. Результаты могли бы пролить свет на уровень технической развитости древней цивилизации и, возможно, перевернуть представление о возможностях предков. Параллельно направленные усилия были сосредоточены на изучении статуэток и мистического камня. Уникальный материал, из которого были выполнены статуэтки, оставался загадкой для исследователей. Они намеревались использовать метод спектроскопического анализа, чтобы определить их состав и происхождение. Некоторые из членов команды предположили, что статуэтки были символами поклонения или служили проводником в ритуалах связи с потусторонним миром. Их энергетический фон и свет, который они излучали, мог указывать на использование альтернативных источников энергии, неизвестных нынешней науке. Камень, являвшийся центральным элементом находки, стал объектом пристального изучения. Его оптические свойства и способность сохранять тепло позволяли надеяться, что он откроет новые аспекты физики. Ученые предполагали, что камень мог быть частью какого-то устройства, использующего неизвестные технологии. Его происхождение, возможно, связано с астрономическими явлениями или природными минералами, которые использовались древними для различных целей, от ритуальных до научных. Тем временем в лабораториях начался масштабный процесс по созданию цифровых моделей всех артефактов, что позволило бы объединить различные методы анализа. Ученые работали над созданием детальных реконструкций объектов и интерпретацией их функционала. Все эти усилия преследовали цель не просто разгадать загадки прошлого, но и понять, каким образом древние технологии могли быть применимы в современном мире. Найденные артефакты и знания, скрытые в этих предметах, могли переписать страницы истории. Археологи и ученые стремились понять, как такая развитая цивилизация могла исчезнуть, оставив после себя только этот тайник. Возможно, в нее были втянуты катастрофические события, которые до сих пор остаются вне поля зрения историков. С каждой новой находкой, с каждым новым шагом по анализу и изучению таинственных предметов приходило осознание, что это открытие могло привести к целому ряду научных революций и перемен в культурных представлениях. На кону стояло не только понимание древнего мира, но и потенциальная возможность использовать изученные технологии для развития современного общества. Исследователи готовились к новому этапу, ожидая, что эта находка не только подтвердит древние легенды, но и станет ключом к пониманию более широкого культурного контекста, в котором существовала эта цивилизация. И хотя пыль веков уже начала оседать, тайны, которые они раскрыли, только начали появляться на свет, готовясь изменить ход истории и отдать должное тем, кто оставил это великое наследие.